Черная дыра на дне. Беспрецедентная операция, от которой в шоке все российские военкоры. Впервые в истории уничтожен один из самых ценных объектов агрессора стоимостью почти $500 миллиарда. Военное положение? Кремль начал срочно готовить регионы к самому худшему. План эвакуации и передачи власти уже на столе. Мобилизация, эвакуация и движуха по полной аж до Москвы. Решение Минобороны. Кадыров сделал резкое заявление о священной войне, которое срочно исправили в эфирах федеральных СМИ. Почему он внезапно произнес, что не хочет жить до старости? Индийцы на фронте, своих не хватает. Россия открывает новый военный коридор и готовит срочный запасной план. Солдаты союзников пойдут в бой. В России грядет бунт. Что нужно купить срочно до Нового года и почему это может стать причиной внутренних волнений в России? Уже с 1 января безвозвратные изменения, которые коснутся всех и каждого. Человеку из ближнего круга Путина пришел конец. Его не трогали целых 20 лет, но сейчас все резко изменилось. Неприкасаемых больше нет, решение принято. Об этих и других событиях утра 16 декабря. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Украина вывела демилитаризацию флота агрессора на новый уровень. В этот раз по известному адресу направилась русская военная подлодка. Впервые в истории субмарина была атакована морскими дронами. Об уникальной спецоперации отрапортовала Служба безопасности Украины. Бавовну устроили в порту Новороссийска. Подводные дроны Subsea Baby подорвали российскую подводную лодку проекта 636-3 «Варшавянка». Как заявляют в СБУ, в результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя. На борту подлодки находились 4 пусковые установки крылатых ракет «Калибр», которыми Россия наносит удары по территории Украины. Операция была проведена совместно 13-м главным управлением военной контрразведки СБУ и военно-морскими силами Украины. Стоимость подводной лодки класса «Варшавянка» оценивается примерно в $400 миллионов США. С учетом международных санкций строительство аналогичной субмарины сегодня может обойтись России уже в $500 миллионов. Этот класс подлодок также известен под прозвищем «Черная дыра» за способность корпуса поглощать шум и оставаться малозаметным для сонаров. Ранее данная субмарина была вынуждена находиться в порту Новороссийска после успешных атак надводных морских дронов Sea Baby, которые вытеснили российские корабли и подводные лодки из Севастопольской бухты во временно оккупированном Крыму. Пока украинскую делегацию пытаются уговорить сдать Донбасс, украинская армия добилась ошеломляющего успеха. ВСУ практически освободили Купянск, который Россия объявила полностью захваченным месяц назад. Путин успел пригласить туда зарубежную прессу, наградить отличившегося генерала. Об этом пишет проект «Можем объяснить». В Генштабе ВСУ пока осторожничают, но названо число оккупантов, попавших в окружение в городе. В ловушке оказалось около 200 российских военнослужащих. Об этом сообщил начальник управления коммуникацией группировки Объединенных сил Виктор Трегубов. По его словам, силы обороны Украины продолжают операции по деоккупации города. Российские подразделения остаются изолированными и не имеют возможности свободно маневрировать или выйти из района боевых действий. В общем, знатная оплеуха для Герасимова и лично Путина получилась. Согласны? На Купянском направлении штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии завершили освобождение города Купянск. То есть все, закончили целиком? Так точно, город находится под нашим контролем. Индийцы на фронте, Россия открывает военный коридор. Путин ратифицировал соглашение с Индией, которое упрощает переброску военных, кораблей и авиации между странами. Формально для учений и гуманитарки, но по факту Кремль заранее расчищает себе еще один военный маршрут. Пока это не значит, что индийские солдаты завтра поедут воевать, но после истории с КНДР такие бумаги читаются все более однозначно. Своих людей, денег и техники не хватает, опору активно ищут на стороне. Индия пока держит дистанцию, но сам нервный темп решений показывает, в Москве готовятся к долгой и тяжелой войне.
Пока российские войска безуспешно пытаются взять под контроль Донбасс, Служба безопасности Украины берет под контроль российский сектор Каспийского моря. Дальнобойные беспилотники Центра специальных операций «Альфа» СБУ в третий раз за последние дни атаковали нефтедобывающие объекты России на Каспии. Под удар попали платформы компании «Лукойл», «Нижневолжскнефть». Источники в украинской спецслужбе сообщают, на этот раз целью стала платформа на нефтегазоконденсатном месторождении имени Корчагина. По словам собеседников, атака оказалась результативной, повреждено критически важное оборудование, производственные процессы полностью остановлены. Фактически объект выведен из строя. Каспий, который Москва считала глубоким тылом, перестает быть таковым. Удары повторяются, география расширяется, а эффект все заметнее. Для российской нефтянки это тревожный сигнал. Война больше не ограничивается линией фронта. Тем временем в Генштабе ВСУ поделились другой новостью. Силы обороны поразили Астраханский газоперерабатывающий завод. Кремль начал срочно готовить регионы к самому худшему. Минобороны РФ внезапно предложила передать оборону регионов губернаторам и мэрам. Они же будут нести и личную ответственность. Законопроект о единых штабах обороны в регионах в случае военного положения уже почти готов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве. Местным чиновникам передадут полномочия по мобилизации, эвакуации и контролю на местах. Власть заранее строит военную вертикаль и распределяет ответственность, а модель взята с оккупированных территорий Украины. При этом Москва и Санкт-Петербург из схемы выведены. Центр страхуется, а регионы готовят к наиболее жесткому сценарию. Чем больше давления, тем больше поддержка. Рейтинг Зеленского снова пошел вверх. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, Киевского международного института социологии, проведенного в последние 3 недели. Согласно результатам исследования, Зеленскому доверяют 61% украинцев, не доверяют 32%. В конце ноября президенту доверяли лишь 49% респондентов, а уже в декабре этот показатель вырастал даже до 63%. Директор КМИС Антон Грушецкий напрямую связывает первоначальную просадку рейтинга с коррупционным скандалом вокруг энергетики, который вскрыло расследование по делу Мидаса. По словам социолога, после публикации уровень доверия к Зеленскому снизился примерно на 10 процентных пунктов, однако затем ситуация развернулась обратно после увольнения Ермака и на фоне усилившегося внешнего давления. Есть и еще один важный вывод. По данным КМИС, среди абсолютного большинства украинцев нет запроса на проведение выборов до окончания войны России против Украины. Грушецкий подчеркивает, Зеленский сохраняет легитимность в глазах общества, а попытки настаивать на выборах сейчас воспринимаются критически и вызывают отторжение. Как вам результаты этого опроса и как вы относитесь к Владимиру Зеленскому? В то же время рейтинг Трампа падает. 58% американцев не одобряют его работу, утверждает NBC News. 63% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько нужно. Это не то, что вы подумали. Рустема Умерова опровергли. Причем сделал это собственный пресс-секретарь секретаря СНБО. Сообщение Умерова неправильно истолковали. СМИ написали о том, что Украина рассчитывает до конца дня в Берлине достичь соглашения, которое приблизит к миру после поста главного переговорщика Киева. За последние 2 дня украинско-американские переговоры были конструктивными и продуктивными. Был достигнут реальный прогресс. Мы надеемся, что в конечном итоге достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру. В англоязычной версии сообщения было использовано слово «agreement». Именно это слово и вызвало волну интерпретаций. При службе Умерова пояснили, речь шла не о подписании какого-либо соглашения, а о достижении согласия в позиции сторон. Кроме того, имелся в виду не конец дня, а достижение согласия в конце концов. Иными словами, переговоры продолжаются, прогресс есть, но быстрых решений и громких подписаний в Берлине никто официально не обещает. Все остальное – завышенное ожидания и слишком вольный перевод дипломатического языка. В России началось публичное сведение счетов с Анатолием Чубайсом, архитектором хаоса 90-х и бывшим главой Роснано. Госкорпорация подала иски против своего экс-руководителя и его команды. Сумма претензий почти 18 миллиардов рублей. Годовой бюджет небольшого региона. Иски касаются провалов в инновационных проектах от чипов Крокус до гибких планшетов Plastic Logic. Анатолий Борисович там зачем-то прячется. Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а
Моше Израилевич. Чубайс уехал, получил гражданство Израиля и сразу стал виновным. Видимо, 2 десятилетия он был неприкасаемым не из-за честности, а из-за лояльности. В путинской системе воровать можно только своим. Еще одному человеку из ближнего круга Путина пришел конец. Политический. Пока Кремль ведет войну за русский мир, глава Чечни, как оказалось, ведет в Украине совсем другой бой. Во время прямой линии Рамзан Кадыров сказал то, что вызвало разночтение. Абсолютно ерунда. На самом деле они, родители призывников, должны были радоваться, что их сыновей берут на СВО, потому что нет ничего важнее, чем иметь возможность защищать свою родину. Так перевели с чеченского эту фразу на телеканале «Грозный». Но, как заметила Верстка, Кадыров говорил не о защите Родины, а об участии в газовате, джихаде, то есть в священной войне. Журналисты отметили и то, что в этот раз прямая линия длилась всего 2 часа, в отличие от прежних лет, когда Кадыров мог говорить и до 5 часов. Мероприятие долго откладывали, что вызвало слухи о плохом состоянии здоровья главы региона. Во время эфира Кадыров попытался это опровергнуть, заявив, что у него отменное здоровье, но тут же сказал, что не хочет жить до старости. Ну вот только на фоне старых слухов о неизлечимой болезни вопрос к формулировке: не хочет или все-таки не может? Российские войска завязли в Украине, а российские власти может скоро ожидать внутренний бунт. Крупнейшие производители алкоголя предупредили торговые сети о резком повышении цен с 1 января. Как пишет «Коммерсант», отпускные цены на спиртное вырастут на 10-17%. Уведомления направили как минимум 5 крупных игроков рынка. Причины вполне ожидаемы. Производители прямо указывают на рост акцизов, инфляцию и подорожание заемных денег. Ранее стало известно о том, что государство повышает акциз на крепкий алкоголь почти на 11,5%. Для напитков слабее 18 градусов акциз вырастет примерно на 10%. Для наших российских зрителей вывод простой. Если у вас еще не припасена бутылочка шампанского на тот самый случай, когда по всем каналам покажут балет, лучше ее купить до Нового года, пока цены еще не выросли. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.